Всем привет! Я бы хотел рассказать о своем полуторалетнем опыте пребывания в Австрии в качестве беженца. Рассказывать буду последовательно и по возможности дотошно останавливаясь на всех этапах, которые мне пришлось пройти. Я буду давать ссылки на законы и объяснять, как это работает не по слухам, а на самом деле. Сразу следует оговориться, что я не иммиграционный адвокат. Свои услуги никому не предлагаю, не оказываю. Прежде чем принимать поспешные решения, которые, вероятно, роятся у вас в голове, настоятельно рекомендую дождаться раскрытия всей темы до конца и только после этого делать какие-либо выводы. На фоне того, что происходит в России в последние годы, я думаю, многие начали поворачивать головы в сторону других стран. Америка, Китай, возможно, Европа, ну и так далее, лишь бы не Россия. Я, конечно, понимаю, что надо быть патриотом своей родины. Надо. Но хорошо задвигать патриотические речи, когда ты сыт, обут, одет и живешь, а не существуешь. А именно это и наблюдается в нашей стране в последнее время. Люди существуют, не живут. В России явно наблюдается волна насилия со стороны власти по отношению к своим гражданам, а также торможение развития всей страны в целом. Это же видно на фоне других стран. Отсутствие возможности найти справедливость в России, а подчас и прямая угроза жизни и здоровью или свободе, если незадачливый россиянин не так посмотрел, не то сказал или лайкнул не тот пост, приводит к мысли о беженстве. За границей нам поможет, как говорил известный всем киногерой, ведь интернет пестрит со всех сторон всевозможными предложениями эмигрировать и кучу постов о том, вот я переехал в Европу или в другую страну, и как я крут, и как все в этих странах круто, а в России по-любому плохо. Я хочу записать серию роликов, рассказывая отчасти и свой опыт о том, с каким юридическим беспределом я столкнулся в Европе, и о чем многие не хотят говорить. Я постараюсь по возможности детальнее рассказать процедуру иммиграции как беженца. Вы, наверное, все уже знаете из многочисленных постов, что эмигрировать можно, так называемое в дальнее зарубежье, только по нескольким основаниям. Воссоединение семьи, бизнес, брак, работа, учеба, беженцы или подтверждение вашего еврейского происхождения, в частности для Германии, или виза инвестора, грин-карта, наконец. Это основное, но в разных странах этот список может отличаться. Выйти замуж или жениться за гражданина или гражданку Европы, соответственно, или сделать огромное денежное вливание в экономику какой-либо конкретной страны с целью получения золотой визы и ВНЖ – это не вариант обычного человека, тем более обиженного государством, тем более, не дай бог, если вы подвергаетесь преследованию со стороны власти. Я открою вам маленький секрет: если у вас есть деньги, а точнее много денег, а точнее отвратительно много денег, то вы можете жить в любой стране мира и быть там почти своим. Но если у вас есть много денег, то вы можете нехило жить и в России, и никуда не надо уезжать. Конечно же, мне сейчас быстренько задвинут тему с открыванием бизнеса. Да, конечно, эта тема работает, но в конечном счете это достаточно дорогое удовольствие. Исхитрить и симулировать открытие бизнеса в Европе или долгосрочная аренда недвижимости ради получения ВНЖ так не получится. Не считайте себя умнее других. Вас местные в любом случае изначально будут рассматривать только в одном плане, как дойную корову. Вы должны вливать и еще раз вливать свои, или может не свои средства в экономику выбранной вами страны. Туристы ведь они всегда важны, они же живые деньги. Как бизнесмен вы должны прийти в чужую страну и занять пустующую нишу на рынке или отвоевать себе место под солнцем в тех направлениях, по которым уже работают местные бизнесмены, которых, заметьте, будет поддерживать их родное государство. И, кстати, если то направление, которым вы собираетесь заниматься на чужбине, уже достаточно конкурентно и занято, то вам просто могут отказать в регистрации вашего бизнеса за нецелесообразностью. Ну а в лучшем случае вы будете один на один в этой неравной борьбе с местными, никто вас не будет поддерживать. Кроме того, не забывайте о такой особенности в том, что то, что катит в России в плане бизнеса, может абсолютно не работать на Западе.
Хотя мозг вам будет постоянно говорить, что вот это точно то, что надо, это направление будет востребовано, а нет, и вы уже в прогаре. Но главное, денег влили в экономику другой страны, и вам их уже никто не вернет. Вы, по сути, просто приедете, оставите все свои деньги или другие ресурсы, или даже не свои деньги, и уедете ни с чем. Исключение, конечно, это 100% пробитые сферы в плане бизнеса, да еще если они совместно с местными. Но это уже совершенно другая история. И самое главное, открытие бизнеса или покупка, или долгосрочная аренда, все это не будет вам гарантировать хоть какую-нибудь стабильность в вашем резидентстве. И уж тем более в получении гражданства. Или мы просто понимаем, что если вы все это можете пройти и создать, значит у вас есть много денег, и надо смотреть пункт выше, о котором я уже говорил. Зачем вам весь этот геморрой? Просто купите себе вид на жительство и будьте счастливы. Но мы отвлеклись. Мы будем рассматривать тему беженства на примере Австрии как одной из системообразующих стран Шенгенской зоны Евросоюза. Предположим, что у вас что-то случилось, и вы действительно имеете проблемы с властями страны. Есть проблемы, и вы бежите. Рассматриваем это как юридический факт и как это работает фактически на данный момент в Австрии. Вся концепция понятия беженца строится на основе Европейской конвенции по правам человека, ну и еще ряде законов, ну и, конечно, Женевской конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. И в первую очередь ее статьи 1, которая определяет понятие беженец, а если еще точнее, то конкретно пункт 2 данной статьи, который гласит о том, что беженцами признаются лица, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны, или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или не имея определенного гражданства, находясь вне страны своего прежнего обычного места жительства и в результате подобных событий не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. Вот и все. Остальное на данном этапе можно опустить и запомнить только эту формулировку. Россия в настоящий момент вот уже как несколько лет переживает большие политические противостояния, причем можно сказать кровопролитные, ну или почти. Если вы смотрите этот ролик, значит с большой вероятностью вы являетесь по каким-либо причинам обиженным системой. Итак, поехали. По каким-либо, я предполагаю, очень веским основаниям вы все же приняли для себя окончательное решение и начали штудировать интернет по теме и натыкаетесь на многочисленных помощников, иммиграционных адвокатов и прочее. Я ничего не имею против бизнеса, действительно знающих людей, юристов, которые специализируются на международном праве, иммиграционном праве конкретной страны, и они вообще молодцы, но таких реальных людей очень мало, их практически нет. Практически вся эта масса стучит себя кулаком в грудь и говорит, что только они, только с их помощью. Не ведитесь, уехать из страны и стать беженцем можно без всех этих адвокатов и юристов. В конце концов, когда я раскрою всю тему, до конца вы поймете, в чем дело. Начнем с того, что основная масса этих помощников просто вообще не владеет оперативной обстановкой, которая меняется каждый месяц, и изменение миграционного законодательства тут совсем ни при чем. Просто оперативно меняются внутренние инструкции миграционных офицеров и стратегии приема беженцев в странах. Миграционные адвокаты в большинстве своем не знают и не могут знать такие изменения и будут консультировать вас неправильно, хотя де юре они будут совершенно правы. Вы понимаете меня? То есть эта информация, которой вы будете завалены, будет просто бесполезной, но очень дорогой, так как адвокат, консультируя вас, работает за деньги, а не за здорово живешь. Это вид бизнеса, а что вы хотели? На вас зарабатывают. Проблемы-то у вас, не у него. В конечном виде его интересуют только деньги, не будем забывать об этом. Они ведь не работают и не консультируют на результат, хотя бывают исключения, но очень редко. Если что-то пойдет не так, он свою работу сделал, а вы, будьте добры, расплатитесь. А они будут правы. Это ваши риски, и если что-то пойдет не так, то это будет однозначно за ваш счет. Просто учитывайте это. Итак, так или иначе, вам необходимо приобрести билет на самолет и сделать визу, для того, чтобы попасть на территорию страны, в которую вы собрались бежать. Как я уже говорил ранее, одно из требований статьи 1 пункт 2 Конвенции о беженцах – это нахождение на момент подачи заявки на беженство вне страны своего прежнего обычного места жительства.
Самый простой способ попасть в страну, в которой вы хотите подать заявку на убежище, это обратиться в туристическое агентство. Ну, не в период пандемии, конечно. Где вам забронируют отель, сделают визы, билеты и прочее. И вы уже на этой стадии по замыслу иммиграционного офицера произвели нарушение. Как так? Вы же ничего не сделали. Что же вы нарушили? Все просто. Если вы смотрите глазами представителей миграционной полиции Европы, если вы бежите, то по их понятиям вам не нужна никакая виза. Вы же бежите и просто должны пойти и купить билет на самолет, сесть в него, прилететь и в зеленой зоне аэропорта, как бы не входя еще на территорию этого государства, попросить убежище. Зачем вы пошли делать визу, бронировать отель, имеете на руках обратный билет, показали определенную сумму на счете и вообще по всем внешним данным вы турист, несущий деньги в страну, а сами пришли сдаваться. По логике офицера вы все спланировали заранее и ехали в его страну как потенциальный иммигрант. От этого следует, что вы не являетесь беженцем. Беженец бежит и бежит так быстро, как он может. А вы все спланировали, вы обманываете, и поэтому до свидания. На этой ноте я хотел бы закончить эту часть, но не закончить свой рассказ. Если вам понравилось мое видео и вы хотите узнать намного больше по данной теме, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!